Добрый день, друзья. Канал Медиаметрикс, программа Информбюро. Олег Дружбинский, Дарья Валянская сегодня в студии. Добрый вам всем день. Добрый день. И сегодня у нас в гостях Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра», военный публицист и человек, который, пожалуй, лучше всех в стране, не побоюсь этого слова, разбирается в военной тематике с точки зрения журналиста и публициста. Здравствуйте, Владислав, мы рады очень вас видеть в студии. И добрый день. Я, может быть, специально начал с каких-то таких возвышенных дифирамбов в ваш адрес, потому что хотел бы услышать от вас честный ответ на вопрос: идет ли уже Третья мировая война? И если идет, то кто в ней побеждает? Поэтому я сначала начну с того, что я все-таки один из обоймы, потому что на одному на вершине за все отдуваться сложно. Вы знаете, на мой взгляд, вот мой личный опыт 25 лет последней жизни говорит, что, в общем, Третья мировая, она никогда не заканчивалась. То есть она началась как холодная война, потом мы в этой холодной войне потерпели очень мощное геополитическое поражение, мы отовсюду откатились, нас везде вытерли, отбросили, и как только мы пытались из этого такого медвежьего угла чуть-чуть выползти, вот все заготовки, которые были заранее заготовлены, они тут же начали применяться. То есть система санкций, вся эта система сплоченного противодействия Запада, это все были заготовки, вы думаете? Безусловно. Эти все вещи, они же отрабатывались все последние 20 лет. То есть санкции начали отрабатываться когда-то еще с Ирака. Причем мы в эти санкции тогда бодро включились, это еще после Первой войны в заливе, мы их назвали очень правильным решением, мы за это проголосовали, еще Михаил Сергеевич, и тогда это было как исключительная мера, потом была Югославия, потом опять же санкции перешли на Иран, с Ирака санкции так и не были сняты, и вот это вот долгое отрабатывание санкций в итоге привело к тому, что мы в итоге получили... И что же получается, наша страна не знала о том, что против нее будет такой сплоченный фронт? Если я сейчас чуть-чуть ретроспективу небольшое. Буквально несколько лет назад было ощущение, когда начался украинский конфликт, что Россия будет поддерживать то Италия, то, значит, Могерини, то кто-то в Германии будет поддерживать и так далее и тому подобное. Ничего этого не произошло. Запад выступает абсолютно сплоченным фронтом. То есть мы в изоляции все-таки? И что же, мы не были готовы к этому сплоченному фронту? Безусловно, нет. Здесь нужно понимать одну простую вещь, что, конечно, за вот эти 25 лет сменилось как минимум несколько таких эпох в нашей истории. Была эпоха таких младореформаторов Ельцина и такого медового месяца, как нам казалось, с Западом, но это был с нашей стороны медовый месяц. То есть то руководство, которое тогда стояло, оно в принципе не отдавало себе отчет во всех тех решениях, которые принимались, оно не контролировало геополитическую ситуацию, это шел период первоначального накопления капитала, и вот для того олигархического режима, который тогда был, все вопросы типа безопасности и прочее, они были совершенно пустыми вопросами. Я помню очень хорошо времена, в 90-е годы, когда я с друзьями в генеральном штабе сидел и возвращался, тогдашний начальник генерального штаба, с совещания у Ельцина, и приезжал просто в ужасе, потому что он докладывал, что вот там-то идет, как бы нас окружают, здесь мы сдаем, вообще ничего не спрашиваем, мы отсюда уходим, а ему говорили: слушайте, господин генерал, ну чего вы нам рассказываете, здесь мы решаем, когда война, а когда не война. Оказалось, что решают не они. И вот когда пришел нынешний президент, возникла ситуация такого легкого дежавю. То есть никто не понял, что опять все начинается заново. И вот это вот резкое нарастание противостояния, это, конечно, в принципе, абсолютно рациональная вещь. Мир без нас поделили, но мы крупная держава, у нас большой кусок нашей территории, у нас есть некие претензии на свое место в мире, а нас уже там никто не ждет. И, конечно, в этом случае их ответ, он был единым, сплоченным и абсолютно нормальным. Если как бы немножко обращаться в некую историю, то, конечно, это скорее мы немножко напоминаем, к сожалению, к огромной грусти, начало XIX века и выход Германии на мировую арену. Вы знаете, вот это, к сожалению, именно так, когда держава возникает как бы заново, из нового и очень энергичная, а места уже нет. И начинается холодная война. И вот эта вот холодная война, которая перешла уже в войну санкций, попытка вот любой ценой нас отбросить, она, конечно, идет. И у меня, например, не с первого дня ситуации, как начался Крым, у меня не было никаких иллюзий на тему того, что будет дальше. Владислав, а вот скажите, все-таки действительно за последние годы ситуация радикально изменилась, и правительство уделяет огромное внимание вопросам армии, вкладываются огромные деньги в решение этих вопросов. Все-таки основная военная доктрина России, она оборонительная или наступательная? Вы знаете, безусловно, оборонительная. Просто сама конфигурация наших вооруженных сил, если просто брать вот в военном отношении, она не предполагает наступление. И, как ни странно, это очень большой наш, провал.
Мы сейчас очень аккуратно начинаем вводить в эту доктрину понятие ответного удара. Мы начинаем говорить о том, что мы, в общем, можем... То есть мы никогда не говорим, что мы начнем первыми, но мы говорим, что мы будем вести войну активно. Но, понимаете, ни одна война в истории человечества не выигрывалась от обороны. Не существует выигранных войн от обороны. И вот сейчас... Ну, как не одна, а вторая, Великая Отечественная, от обороны Нет, в итоге выиграли. Нет, мы переломили и наступали. Так вот, до Берлина То есть дошли. да, понятно. То есть имеется в виду, что Нет, невозможно... но играли от обороны, я Да, так бы нет, сказал. причина, кто начал войну, это немножко другое. Но войну невозможно закончить, обороняясь. Да, конечно. Самый такой пример классический, это, ну, я не буду говорить про Ирак, там несопоставимые ресурсы, но, например, финны. Финская армия в 1940 году считала, что она сможет вот выстоять в обороне и победить. И даже против достаточно вялой нашей армии, которая в тот момент очень неумелой, она все равно эту войну проиграла. Сегодня мы начинаем восстанавливать наш вот такой наступательный потенциал. Сейчас мы формируем заново, впервые после, можно сказать, 90-х годов первую танковую армию, которая действительно уже является неким таким мощным ударным соединением. И это, конечно, очень серьезный знак тому, что мы, в общем, не собираемся в этом случае просто вот тихо сидеть, пока нас там будут долбить. А и вот скажите, гнать. пожалуйста, Владислав, вот по вашему мнению, санкции вот эти вот западные, да, они как-то отразились на разработке новых образцов вооружений, в том числе не секрет, что многие комплектующие применяются в различных системах связи, радиолокации, наведения, авионики, они западные, они не нашего производства. Вы знаете, практически это? нет. Почему? Потому что впервые по нам это прилетел бумеранг на войне 08-08-08 в Грузии. Тогда это прилетело еще очень осторожно, когда под давлением США французы, которые на тот момент поставляли матрицы для тепловизоров, тут же прекратили нам поставку матриц. И мы сразу поняли, что, в общем, дальше идти этим путем нельзя. И по нам больше ударил разрыв связи с Украиной, потому что мы очень, очень дозированно, очень скромно пытались использовать какие-либо комплектующие, связанные с Западом, потому что, во-первых, там все защищено патентами. Мы большую часть не можем себе просто так даже установить. А, во-вторых, это большую часть можно купить в третьих странах. Китай, Индонезия, это вся электроника покупалась на период там. Но, например, разрыв связи с Украиной по нам ударил очень тяжело, потому что больше 600 различных видов техники и вооружений использовали комплектующие с Украины, и это очень сильно ударило. Ну, самый простой пример. Мы остались без вертолетных двигателей. Мы вертолетные двигатели получали от Мотор Сич. То есть у нас они вообще не производятся, да? Нет, они теперь уже производятся. То есть мы смогли буквально вот за 2 года начать производство, но мы пока еще не вышли на тот объем, когда мы, допустим, там в 2013 году выпустили 500 вертолетов. Это был первый параметр, по которому мы достигли эпоху СССР. То есть Советский Союз выпускал в год 500 примерно вертолетов. Мы его достигли. Сейчас мы можем примерно 250-300 вертолетов, потому что мы вот восстанавливаем это. Украина обрезала. Еще более драматичная ситуация с морскими двигателями. То есть двигатели, которые поступали, опять же, с различных украинских предприятий, с той же самой Мотор Сич, различные турбины, которые ставились на наши фрегаты, они, естественно, теперь не поступают. И, знаете, как любят говорить в ВПК, все резко сдвинулось влево. А вот это предугадать как-то вот нельзя было? Есть же военные стратегии, да, там... Вы знаете, вы абсолютно правы. И военные эксперты, вот поэтому я могу сказать, что я все-таки, слава богу, не один, они очень долго и очень так жестко отстаивали позицию нашей технологической независимости. В эпоху бывшего министра господина Сердюкова вместе с тогдашним начальником генерального штаба Мы об этом поговорим отдельно, обязательно Макаровым, тоже, но да. в этом случае надо просто сказать, Да. была сделана ставка на замену нашей отечественной техники на иностранные образцы. Пытались нам протащить тогда, как первый такой шар, бронемашину века, там снайперские винтовки, а вообще в перспективе собирались закупать даже танки немецкие, об этом шла речь. Но вот можно понять, представить себе, что было бы сегодня, имеем мы эти вооружения вот, как бы иметь мы эти образцы на вооружении в таких, как это говорят, в промышленных масштабах, что бы мы сегодня с этим всем делали, учитывая вот эти санкции. Поэтому, в общем, вот, здравый смысл, он все-таки возобладал, и расчет на собственные силы, он все-таки строится. И вот еще такой вот маленький вопросик, Олег, извините секундочку. Вот из того, что мы производим, да, те образцы вооружений, которые мы в том числе и продаем на Запад, у нас их активно закупают, какие вообще наиболее востребованные, эффективные в современных условиях ведения войны? То есть чем мы можем похвастаться? Что у нас действительно хорошо сделано? Вы знаете, последние 5 лет мы, как-то, знаете, есть в дзене такой принцип перепрыгнуть пропасть в 2 прыжка. Вот мы каким-то образом умудрились перепрыгнуть пропасть, потому что 5 лет назад, когда в оборонку пошли деньги, оказался эффект царя Мидаса. Помните, был такой царь? К чему не притронешься? Все в золото. Вот мы начали закачивать золото, и вдруг выяснилось, что это золото ничего не дает.
То есть мы вкачиваем деньги, а на выходе ничего. Потому что, казалось бы, все конструкторы, все говорили о том, что вот мы сейчас начнем, дайте нам деньги. А когда деньги дали, вдруг выяснилось, что оборудования нет, рабочих коллективов нет. И то, что мы производили штучно, там 2-3 самолета в год, как это было в 90-е годы, перейти сразу на производство там 50-60 машин просто невозможно. А уж сотнями тем более. И 2,5 года потребовалось на то, чтобы просто провести техническое перевооружение. Оно, кстати, еще не закончено, оно до сих пор ведется. То есть набрать... Да, я прошу прощения, что я немного перебиваю, но тем не менее, мне хотелось бы поговорить, знаете, об эпохе Сердюкова в нашей, хотел сказать, советской армии. Ее по-прежнему еще называют советской иногда. Там бы его не было. Ну, допустим. Сейчас я про другое. Вы знаете, есть разные точки зрения на его работу в ранге министра. Ну, общее, так сказать, общественное мнение о том, что он коррупционер, но в итоге там не подтвердилось, хотя в обществе считают, что его просто простили, да? Но, тем не менее, что-то проходило в российской армии, были сокращения, скандалы на уровне генералитета, все это шло, потом неожиданно его сменил на этом посту Шойгу, и вдруг, буквально через там несколько месяцев, мы имеем целый корпус вежливых людей, прекрасно организованных, которые в Крыму обеспечивают совершенно бескровный переход значительной территории на сторону России. Откуда они взялись? Нет ли тут заслуги Сердюкова? Как вы оцениваете вообще небольшой провокационный вопрос. Реформу Сердюкова? Да, и вообще вот этот переход армии из одного качества в другое. Контрактники. Потому что сейчас российская армия заслужит большого уважения в глазах общества. Как вот это произошло? Давайте поговорим на эту тему. Ой, тема вообще бесконечная, я постараюсь быть, так, знаете, как это, телеграфно. Первое, давайте сразу уточним. Ну, я являюсь безусловным оппонентом Сердюкова. И с первого дня, ну не с первого дня, я его встретил достаточно сдержанно, но с определенным энтузиазмом. Я считал, что в принципе, безусловно, гражданский человек это нормально, тем более специалист, тем более от президента, тем более. Но как только начались решения, что в этом случае не совсем его. Я уж отдам ему должное, что он, конечно, там много чего наворотил, но основная ответственность за все те ошибки, которые были, лежит на начальнике генерального штаба господине Макарове. Потому что Сердюков не военный человек, он обеспечивал такой тяжелым линкором проведение этих решений. А какие именно решения? Вы сейчас о чем говорите? Первое, например, закрытие там, извините, военных учебных заведений. Это вот чье решение было? Давайте так, в этом случае будем системно. Первое, произошел прежде всего разгром боевого управления. Поймите правильно, современная война это прежде всего боевое управление. Набрать юнитов, знаете, как в игре, это дело четвертое. Но если у тебя есть система, которая воюет, ну, приведу простой пример. 1604-1645 год. Мы лучших своих солдат положили 41-42 год. Профессиональных, преданных, обученных, прекрасных. 43-44 год человеческий контингент, который шел, там скажет, любой человек, который тогда воевал в звании офицера, он был, конечно, уже намного хуже. Во многом они шли с освобожденных областей, подгребали все, что можно, но уровень боевого управления был такой, что даже на этом уровне мы просто перемалывали машину немецкую. Это вот говорит как бы о том, что, если бы вы поняли, при Сердюкове возникло вот это вот некий, как они назывались, яйца Сердюкова, о том, что сверху должно быть столько-то генералов, потом столько-то полковников, столько-то лейтенантов, и вот их не должно быть больше, и все это приводило к тому, что начались не просто сокращения, перехожу ко второй части, начался погром офицерского корпуса. В ГРУ разогнали там. Разогнали тогда все, понимаете, драма заключалась в том, что теоретически можно было даже где-то проводить сокращения, но вопрос как? То есть в этом случае проводились сокращения по принципу клеточки. То есть вот нам надо сократить 5000 офицеров. Берем вот эти 3 штаба, у них как раз набирается 5000. И их просто тут же сокращают, всех увольняют. А то, что там герои России, то, что там люди с огромным боевым опытом, то, что они только-только назначены, это никого не волновало. И вот этот вот погром офицерского корпуса, когда его сократили почти в 3,5 раза, мы его до сих пор расхлебываем. Понимаете, например, еще ровно год назад, вот прошлое лето, у нынешнего министра всерьез обсуждался вопрос о досрочном выпуске из летных училищ. Потому что провал в летной подготовке... Это какой-то 41-й год получается просто. Совершенно когда точно. Взлет-посадка и да, в бой. Потому что при Сердюкове у нас набиралось, как сейчас помню, 22 человека-летчика на всю страну. 22. Не может быть. Абсолютно может быть. 22 человека. Поэтому сейчас мы вынуждены набирать громадное количество курсантов, обучать, потому что у нас начинается разрыв поколений. А кто же воевал в Сирии тогда? Простите, что я вас перебил. Там все-таки было 50 наших самолетов или что? Там несколько десятков. Безусловно, все-таки, как бы, если собрать всех, кто что-то может... Уволенных?
но уволенных нет. Безусловно, здесь нужно уже говорить о заслуге Шойгу. Шойгу и, опять же, нынешнего начальника генерального штаба, который вот очень много сделано было для этого. Откуда взялись вежливые люди? Опять же, они взялись как бы не благодаря, а вопреки. Потому что помните историю, когда значит, Сердюков очень жестко схлестнулся с командующим ВДВ Шамановым, когда пришлось вмешиваться Путину. Потому что Сердюков хотел ВДВ раскассировать, загнать их в свои командования и тем самым как бы вот растворить там, потом начать сокращать. Шаманов отстоял ВДВ, и именно ВДВ, собственно говоря, были по большей своей части именно теми самыми вежливыми людьми. Знаете, это как, опять же, в 90-е годы в Ельцинске суровые, мы сидели там с несколькими друзьями, генералами, которые после совещания промышленности, когда ушли все промышленники, поскольку не платили по 3 месяца по 4 зарплату, они, вот реально, я рассказываю то, что было на самом деле, вот чтобы поняли уровень, доставали из пепельниц недокуренные бычки, разминали и делали самокрутки, потому что денег не было даже у генералов, понимаете. И тогда один из них очень грустно сказал, что мы служим Родине вопреки ее желанию. Вот это вот выиграли Крым, выиграли эти годы нам те люди, которые служили вопреки желанию страны. Ну, вот такой практический вопрос. Одним из итогов реформы Сердюкова стало сокращение количества лет службы в армии призывников. Сейчас служит год. Но это было не при нем. Ну, я имею в виду, это все равно Хорошо, пошло да. в такую практику уже конкретную. Вот за год можно новобранца обучить новейшим образцам оружия, научить управлять танком, научить каким-то практическим вещам, которых раньше учили за большее количество часов. И не навредит ли это как-то боеспособности нашей армии? Ну, вы знаете, я думаю, что, в принципе, выбрана абсолютно оптимальная сейчас ситуация. Безусловно, за год человека можно научить. Его не сделаешь профессионалом. Но он получает профессию. То есть за год, ну, знаете, сколько нужно месяцев, чтобы научить человека водить машину по городу Москвы. Ну, танк это все-таки не машина. Я скажу, что по Москве водить сложнее, чем по... Хотя, конечно, я в этом случае не сравниваю. Но просто объясняю, что дать человеку военную профессию за год вполне можно. Но он не идет в бой. Современная система наших вооруженных сил, она как бы очень четко предполагает создание мобилизационного комплекта. Вот эти люди входят в понятие мобилизационного комплекта. Если возникает серьезная большая угроза, нам нужно призывать людей, которые понимают хотя бы, как стоять в строю, а уже дальше их дообучить. А недостаточно ли нам будет контрактная армия? Безусловно, нет. Прежде всего, это показывает опыт таких стран, самых передовых, на которые любят ссылаться, как та же самая США. Как только США влезли в серьезно всего лишь 2 локальных войны в Афганистан и в Ирак, вся любовь военно-морская с контрактной армией закончилась. Они тут же начали поднимать людей из Национальной гвардии, а это, извините, организованный резерв, а потом начали призывать из запаса. То есть у них же есть еще так называемый, у них есть Национальная гвардия, а есть так называемый резерв национальный. Так вот, количество соотношения военнослужащих и примерно, значит, людей, призванных из резерва, это 50 на 50. Ну, самый известный фильм на эту тему можно вспомнить, это Кэтрин Бигелоу сняла про знаменитого сапера американского. Извините, никто не обратил внимания, что это человек, призванный из резерва. Да, понятно. Кстати, я с вами здесь солидарен, потому что вот схватка с Грузией в 2008 году показала, как контрактные грузинские бригады, побросав оружие, благополучно, моментально все разбежались. Да, потому что человек за деньги готов убивать, но умирать он совсем не готов за деньги. Это так, но... Кстати, а как вы относитесь к созданию у нас Национальной гвардии? У нас теперь тоже есть такая структура, с учетом того, что и до этого функции выполняли возложенные другие структуры. И как вы связываете это с прямым подчинением президента? Зачем понадобилось создание такой? Ну, вы знаете, у меня немножко такой критичный взгляд. То есть я считаю, что, конечно, это больше некая такая бюрократическая процедура, потому что и без этого внутренние войска замыкались и подчинялись своему главкому, а главком подчиняется президенту. У нас уже есть еще более организованная гвардия президента лично, это воздушно-десантные войска, потому что если открыть его статус, то ВДВ это личный резерв президента России. Поэтому создание еще одного такого как бы объединения, я думаю, что это скорее некая попытка выстроить определенную вертикаль с определенным количеством должностей, которая была просто, пролоббирована и доказана. То есть причин никаких насколько особых не ее было. эффективно, понимаете, когда говорят, что это создали для массового подавления народа, мне немножко смешно, потому что туда даже ни одного юнита туда не добавили. Это все те же самые дивизии и бригады внутренних войск, которым перекинули еще там ОМОНы, которым еще что-то перекинули, чуть не перекинули паспортно-визовую службу, непонятно зачем. В общем, начали собирать все, что можно, но зато появилась куча генеральских
должностей, клеток. Понятно. Владислав, вернемся к Третьей мировой, которая уже идет, и мы в ней проигрываем, я правильно понимаю? Ну, сейчас скорее мы ведем Тяжелые оборонительные бои. как там, и шло сражение за сражением на ближних подступах к Москве. Вот скорее так я оцениваю. Безусловно, сейчас есть некий такой фактор стабилизации. Сегодня ситуация заключается в том, что Запад, обнаружив русского медведя, который вылез из берлоги, обнаружил, что у него нет ни рогатины, ничего, чтобы этого медведя обратно загнать. И у нас в некотором роде, знаете, такое есть, такие, знаете, называют золотые годы, когда Запада еще нечем абсолютно нам противопоставить, военного такого жесткого противостояния нет, и идет такой некий заигрыш, куда мы пойдем дальше. Давайте с вами порассуждаем на следующую тему. Буквально несколько лет конфликты на внешних рубежах России, они достаточно сильно привлекали общественное внимание. Переворот на Украине, Крым, потом Сирия, Донбасс, Сирия и так далее. То есть общество, переживая кризис, ну, так что называется, объективно поддерживало власть. Было все понятно, нам всем трудно, но, значит, мы держитесь, да, как недавно сказал наш президент. Но вот, как в советское время, лишь бы не было войны. Лишь бы не было войны. Конфликты подходят к концу на внешних рубежах. Вроде договорились по Донбассу, в Сирии все подошло к концу. С Турцией так что-то уже не то чтобы налаживается, но, по крайней мере, нет дальнейших агрессивных шагов. Может быть, Запад понял, что лучше Россию оставить наедине саму с собой, с ее внутренними проблемами, с ее кризисом экономическим, и на этом фоне ее разломить. Или будут еще военные конфликты? Как вам кажется? Ну, знаете, давайте первый все-таки уточним. Конфликты не исчерпаны. Конфликт в Сирии, он продолжается. Более того, как эксперт, я прогнозирую его резкое обострение к осени. Это совершенно очевидно, потому что попытка под давлением американцев, это некое национальное примирение, она просто привела к тому, что группировки, та же самая Джабхат ан-Нусра и все то, что идет из Турции, они просто, что называется, восстанавливают свою боеспособность, и придется все это давить опять. Украина, это является отложенный конфликт, потому что совершенно очевидно, что там каждый день идет война, если об этом не передают по телевизору, то это не значит, что там каждый день не гибнут люди. Поэтому для Киева вопрос Донбасса – это, опять же, вопрос отложенного конфликта. И здесь нужно понимать, что вот ситуация с Западом, она сейчас в некотором случае лежит на таких качелях. То есть Запад пытается для себя самого оценить, насколько угроза реальна со стороны нас. Поэтому сейчас идет попытка, во-первых, оно оценивает, сколько потратить денег на то, чтобы все восстановить. В 90-е годы, ведь европейцы очень рациональные люди. В 90-е годы они активно разоружались, потому что они отлично знали, Россия в военном отношении слаба, Россия в военном отношении распадается, разлагается, и держать вот те армии, которые были в конце 80-х, нет никакого смысла. И все это начало умножаться на ноль. И вдруг сейчас оказалось, что Россия вылезла, у нее кое-что есть, а на Западе ничего нет. А вот скажите, насколько вы действительно реально считаете угрозу НАТО в отношении России, с учетом того, что мы ядерная держава все-таки, и целостность нашего государства пока еще не подвергалась какому-то сомнению, и стоит ли нам втягиваться в эту гонку вооружений? Может, для нас это невыгодно? Мне очень часто близкие мои экономическом разные говорят, а вот будет война или нет. Я считаю, что, безусловно, серьезного военного конфликта с Западом сейчас не просматривается. И если говорить о перспективе ближайших 2 лет, то едва ли будет серьезный какой-то конфликт, в котором действительно было НАТО втянуто, кроме ситуации с Украиной. Потому что если на Украине полыхнет вдруг серьезный большой масштабный конфликт, то, например, там частично НАТО в виде там своих ВВС, в виде там поляков, частных военных компаний и прочих может втянуться. Но, опять же, никто не хочет большой войны. Это совершенно очевидно. А мы чисто теоретически можем противостоять с нашим вооружением и армией сейчас НАТО? Как вы оцените Знаете, расклад чисто сил? теоретически, да, НАТО не настолько безумно, чтобы вообще рассматривать попытку еще одного похода на восток. Это исключено. Вот как бы реально исключено. Запад скорее в этом случае пытается отгородиться от нас вот тем самым железным валом. То есть у него есть очень много таких уязвимых багов, прежде всего Прибалтика. В Прибалтике есть куча русских, которых никто не хочет натурализовать. Естественно, они рассматривают эту перспективу как опасную с точки зрения себя, но республики уже приняты в НАТО, их надо защищать. И, соответственно, в этом случае выдвигается большой польский папа, который говорит, я теперь буду здесь воеводой на этом фоне. На этом, опять же, решается куча политических вопросов, вот, связанных там с распределением ролей вот в этих младоевропейцев. Еще раз говорю, поляки очень активно пытаются на себя нацепить вот этот вот жупан, что мы тут будем основными вот
на Восточном валу. Но реальной большой войны я, например, не вижу. Тем более, еще раз повторю, главное, что нам помогло через это перескочить, это вот это наше перевооружение. Его никто не ожидал. То есть, в принципе... Но ведь программа там до 2020 года, если не ошибаюсь. Программа до 2020, но она уже сейчас, в принципе, вышла на тот уровень, когда это исключено. Здесь нужно рассказать о главном ключевом моменте, если говорить, чтобы успокоить наших слушателей, почему не будет войны. Безусловно, вы правильно упомянули наш ядерный потенциал. Но не упомянута была еще одна вещь. В советское время есть всего 3 вида применения ядерного оружия. Это упреждающий удар, встречный и ответный. Советский Союз никогда не брал на себя ответственность за первый удар. Более того, и мы, как страна, всегда подтверждали, что мы никогда первым ядерное оружие не применим. Зато американцы, кстати, всегда говорили, что они готовы его применить. И, тем не менее, у нас была создана система реакции таковой, что мы всегда имели возможность запустить ракеты в ответ. Ну, так называемый принцип «мертвая рука», да? Это Даже уже... мертвая страна пошлет ракеты, и все равно агрессор получает. Здесь как раз нюанс немножко в другой. Мертвая рука – это ответный удар. Угу. И как раз вся нынешняя ПРО, которую американцы начали выстраивать 20 лет назад, и сейчас тратят громадные деньги, она была рассчитана вот на эту нашу мертвую руку. Что советские, то есть Россия, угасающая со своим ракетно-ядерным потенциалом, к 2020 году окажется там, примерно 400-500 ракет максимум, и после по нашему упреждающему удару по нам останется там 100-150 ракет, которые ПРО сможет спокойно сбивать. Но оказалось, что все уже не так. То есть мы сохранили свой потенциал, и более того, мы сейчас вывели его опять подняли до уровня встречного. И это полностью обесценивает вообще любые разговоры о ударе по России. То есть просто реально обесценивает. Вот скажите, вы как военный эксперт, как вы вообще оцениваете наши методы и стратегии ведения войны, исходя из последних конфликтов? То есть если вот, например, рассуждать сейчас прямо на секундочку, то стратегия ведения войны натовскими – это захват силами воздушного пространства противника, уничтожение военных и каких-то важнейших гражданских объектов с воздуха, и потом проводится быстрая наземная операция. Также мы действовали в Грузии. Но у Грузии были очень слабые ПВО, ВВС, то есть там как-то это все. В Сирии вообще у наших противников практически ничего не было. Вот как мы воюем? Вы знаете, сейчас попытаюсь сформулировать, чтобы не было такого, знаете, какого-то перфекционизма. На мой взгляд, мы имеем самый высокий уровень опыта боевого на сегодняшний день в мире. Потому что американцы последний раз воевали в Ираке, получается, в 2002 году. Более того, они воевали изначально против ослабленного противника. Те приемы, которые в этом случае они применяли, они все наследство 90-х. Мы после этого, то есть мы прошли целую кучу локальных конфликтов. Более того, мы действительно были... Вы имеете в виду Кавказ? Кавказ, да, наш Кавказ. Приднестровье. Да, мы, кроме этого, Чечню скорее. Чечню, мы были в Таджикистане, мы так или иначе занимались Приднестровьем. Вот я сейчас как раз выхожу. Плюс к этому мы получили громадный опыт непрямого действия. И вот в этом наше ноу-хау. Почему они все сейчас говорят о гибридной войне, которую ведет Россия? Потому что вот тот самый опыт, когда мы закапывали в своих гражданских войнах по периметру, он сейчас начинает нами использоваться в отстаивании уже своих интересов. То есть, если раньше мы защищались, боролись с вовчиками в Таджикистане, не сами, но помогали. Если мы помогли отстоять Приднестровье, опять же, не сами, но помогали. И можно дальше продолжать, то сегодня мы это начинаем использовать уже как нашу длинную руку. И вот здесь как раз возникает то самое интереснейшее ноу-хау, о котором можно сейчас опять же сказать. Чтобы вы поняли наш уровень. Мы смогли всего лишь за 3 месяца в абсолютно пустом месте из людей, которые не имеют никакого боевого опыта, с помощью наших советников и добровольцев сформировать 2 боеспособных корпуса, которые в течение буквально следующих 2 месяцев, еще не закончив формирование, разгромили уже вполне нормальную армию, которая к этому моменту полгода готовилась воевать. Вы имеете в виду Донбасс? Я говорю Донбасс. Угу. Повторюсь, вот для людей, которые реально оценивают боеспособность российской армии, это был шоком. Я просто знаю, мы хороший товарищ, я, к сожалению, не настолько в языках, но мой хороший товарищ, он постоянно отслеживает профессиональные военные журналы Запада, США, они непрерывно идут потоком обсуждения того, что смогли сделать русские на Донбассе. Угу. Причем, опять же, не прямого вмешательства. Когда нам говорят,
Поехали танки, там зеленые человечки, там дивизии Бурятов. бурятов, бурятские дивизии, это все полная фигня. На самом деле, И еще раз конница говорю, Сахалина да, еще. были советники, и вот уровень нашего компетенции говорит о том, что мы смогли на пустом месте за 2 месяца создать очень А где мощную... мы сильнее все-таки? В воздухе, на земле? Вы знаете, водой? нет такого. Здесь, поймите правильно, война это всегда, это даже не шахматная партия. Знаете, один мой хороший приятель, очень такой образный, он очень хорошо сказал, что такое бой, говорит, он, как ни странно, обычное выкапывание ямы. Вот тебе дадут команду выкопать яму длиной 2 метра. Ты начинаешь копать, и вдруг обнаружишь, что с другой стороны человек ее закапывает. А дальше вот кто из вас может все-таки либо он ее закопает, либо ты ее откопаешь. Вот это война. Здесь всегда все относительно. В каких-то вещах мы, допустим, там очень резко опережаем, в каких-то вещах мы только догоняем, в каких-то вещах мы уступаем. Но, вы понимаете, есть аксиома войны. Воюет не техника, воюют люди. И нужно понимать, что даже не всегда необходимо бежать за самым передовым техникой и вооружением. Ну, простой пример. Вьетнамцы, которые имели вполне хорошее вооружение, но не были передовыми, смогли разгромить самую передовую армию американскую. И в этом случае, опять же, для нас нет смысла влезать в глубокую вот эту вот военную Модернизацию ради модернизации. Да, ради модернизации. То есть нам не надо догонять американцев везде, у нас для этого просто нет денег. И это действительно следующий очень серьезный вопрос. То есть мы должны создавать такую технику и вооружение, которая обеспечивает следующие 20 лет. Потому что найти еще 3-4 триллиона на то, чтобы перевооружиться, нам будет крайне сложно. То есть, как это ни странно звучит, весь конфликт в Чечне пошел на пользу нашим вооруженным Конечно, силам. Да? конечно. И сейчас, как больше всего, в общем, о чем беспокоится гражданское население? О том, что наши генералы готовятся к прошлой войне, да? К позиционной, к окопам, еще какой-то чепухе, к призванию всех способных носить оружие в строй, да, и так далее. То есть, на самом деле, кажется, нет, и что боевая подготовка нашей армии, она, в общем-то, на достаточно передовых позициях. Да? Ну вот смотрите, я вам привожу простой пример. Вот война 08-08-08. Она проводилась, кстати, в эпоху Сердюкова. Правда, он сам ей никак не командовал, не управлял, его долго не могли найти. Это просто очень хорошо. Может, это и хорошо, кстати. Ну, может, это и хорошо, да. Потому что я очень хорошо знаю генерала Хрулева, который, собственно говоря, был человеком, который разгромил вот ту самую Грузию. Разгромил фактически 2 батальонами, потому что, понимая, что будет война, он смог, вопреки тому, что шло из Москвы от Сердюкова, опять же, там был, но это долгая история, не буду утомлять наших слушателей, но он всего с 2 батальонами тактическими группами, успев зайти в Южную Осетию, дальше, знаете, по-моему, со слова закружил голову грузинской всей группировки, потому что, разбив это все на мелкие подразделения, он каждый там час-полтора перемещался, наносил удар все в новом и в новом месте. В итоге грузины просто не знали, сколько же в итоге перед ними русских войск. В итоге они утратили темп, потом утратили инициативу. И к исходу 2 суток, когда уже из-за горы пришла большая российская армия, уже в принципе все было решено. Это вот тот самый уровень высочайший, вот их самых современных военной войн. тактики, я понимаю. Ну, да? просто объясню. 2 батальона это примерно было, человек 700-800 всего. А на Цхинвал наступал только в передовом эшелоне порядка 4500. То есть 2 бригады грузинские шли как бы вот на... И вот с этими силами он смог это все замотать, закрутить, остановить, заставить их окапываться. Это просто действительно вот как бы для людей военных как бы такой, что ли, показатель. Для учебников, я понял. Да, знаете, как вот назвать, сколько человек пробежал 100-метровку. Вот, да, Вы понятно. думаете, почему дальше не пошли? Почему-то остановились, где остановились? И Вы знаете, на самом деле решение, в принципе, было совершенно правильно, потому что было совершенно очевидно, что, и я считаю, как военный эксперт, и любой вам в этом случае повторит, нет смысла идти на землю, которая тебя не ждет. Это вот всегда по умолчанию. Почему, опять же, там группировка не пошла, в общем, там в Донбассе на Киев? Потому что нет смысла идти туда, где тебя не ждут. Вот нужно освободить своих и зафиксировать результат. А примеры Наполеона и Гитлера уже всем в памяти остались. Не только, да, но у нас и ходить. своих хватало примеров таких. Поэтому здесь уже определенные выводы сделаны. Есть вещи принципиальные, когда действительно начинается большая угроза, тебе нужно разгромить противника. Но совершенно не факт, что тебе нужно после этого оставлять свой сапог. Интересно. Друзья, мы продолжаем программу. Канал Медиаметрикс, программа Информбюро. Олег Дружбинский, Дарья Валянская сегодня в студии.
И у нас в гостях Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра», и действительно один из самых информированных политических экспертов, военных, прошу прощения, оговорился, экспертов. Я с интересом вас слушаю, может быть, я не очень в теме, но мне хотелось бы еще задать вопрос, знаете, в какую сторону? По поводу информационных войн. И вы ведь все-таки как публицист, наверное, что называется, здесь больше всех держите руку на пульсе. У меня даже в дипломе написано «Военно-политическая журналистика». Тем более вы были в горячих точках сами. То есть вы тот самый офицер информационной войны, в первую очередь, подразумеваю я, да? Вы себя чувствуете спецназовцем? Или десантником информационной войны? Да нет, я себя чувствую скорее тем самым маршалом информационной вот войны. так, вот так, это прекрасно. Знаете, просто есть хорошая шутка, когда во Вьетнаме когда-то, значит, нам надо было американцам уничтожить один мост вьетнамский, они никак не могли к нему прорваться, и, наконец, значит, какой-то смог штурмовик прорваться на скайхоке, и он своим доложил, типа, вижу цель. И ему сказали, типа, Джон, можешь считать себя капитаном. А ночью был выставлен советский дивизион, и парень, который сидел за кнопками, он хорошо владел английским языком. Он сказал, можешь считать себя даже маршалом. И нажал кнопку. Понятно. Отлично. Ну что ж, тогда к вам, как маршалу информационных войск, мы попробуем задать несколько интересных вопросов. Опять краткая предыстория вопроса. Давайте вспомним события Украины 13-14 года. Начало такой яркой фазы информационной войны как раз на фоне украинского конфликта. С нашей стороны информационной войны на этом поле боя практически никто не был представлен. Допустим, канал «Громадское ТВ», если вы в курсе, его финансировали из посольства США и много достаточно других международных фондов, финансировали источники СМИ на территории Украины. С нашей стороны не было представлено никакого телеканала, было некое доверие украинским олигархам, и с ними какие-то договоренности, но украинский олигарх – это с определенного рода, не побоюсь этого слова, существо, мем, да, с которым можно о чем-то договариваться, но тебя кинет в любой момент. И были так называемые российские каналы, которые вещали на Украину, но это совершенно другая история, потому что российские каналы, они ориентированы на российскую, собственно, аудиторию, для украинской это не очень там иногда понятно, ну и так далее, да, понятно, что это совершенно... Почему с нашей стороны не было задействовано никаких информационных орудий, кроме так называемого народного ополчения в Фейсбуке или там диванной сотни? Вот вам, как специалисту по информационным войнам, сначала первый вопрос, почему мы к этой войне не были готовы? Ну... Или были, может быть, я не все знаю. Давайте так, будем говорить в этом случае, уж если опять же как маршал, я могу сказать, что мы в этой войне потерпели просто сокрушительное поражение. Почему? Потому что мы полностью утратили возможность воздействовать на украинского гражданина на сегодняшний момент. Это как бы реальность. Поэтому это итог этой войны. Почему? Потому что для нашего эстеблишмента Украина 25 лет была глубочайшей периферией. Понимаете, Крым пришел к нам не благодаря, а вопреки, опять же, понимаете. То есть это были процессы, где мы вскакивали в уходящий поезд. Нам не до этого было. Мы просто можем посмотреть, кто были послами все эти годы. Это лучший ответ на вопрос, какая была политика на Украине. То есть, поэтому никуда деньги не даже вкладывались. Не по остаточному принципу, а как по какому-то другому, который знаете, дальше. Украина была, я просто очень хорошо знаю эту тему, потому что много-много лет занимался, я сам родом с Крыма, заканчивал училище во Львове, и Украина для меня всегда была такой, как бы вот, проблема всегда заключалась в том, что Украина была некой очень удобной серой зоной, причем не только украинским олигархам. Почему, опять же, никто не занимался? Потому что Украина это была зона, где пропадали деньги. И пропадали деньги, к радости всех участников. Да, вы знаете, один маленький нюанс, о котором никто никогда не писал у нас и не говорил. Он проскакивал, ну так, очень на периферии сознания. Всегда как-то получалось, например, что если посмотреть нефтяные как бы отчеты, то есть эти газовые отчеты по как бы поставкам газа на Украину, то всегда оказывалось, что почему-то на выходе с Украины были оплачены объемы всегда на 15-20% больше, чем Россия закачивала. Понимаете? И это всегда как так упоминалось, как некий такой странный вот казус, понимаете? Все считали, что Украина никуда не денется. Вот чубатые хохлы сидят, они все равно от нас зависят, они никуда не уйдут. Когда первый раз прозвенел звонок в 2004 году, в 2004 году, тогда начались определенные решения здесь, тогда людей, которые за это отвечали, вроде как напрягли, вроде как подвинули, но это никого ничего не научило. Ведь давайте говорить на сегодняшний момент. На сегодняшний момент у нас нет ни одной радиостанции, ни одной телестанции, у нас нет ни одной газеты, которая бы работала сегодня на Украине. А это возможно там сделать? Вот скажите. Да, радиостанции просто поставь под Ростовом на границе с хорошим дальностью. Да. Вот есть, кстати, очень интересный вопрос. Вот вы достаточно давно на информационном поле.
поле, да, и выступаете по телевидению. Почему? Вы на эту тему, наверняка, ее затрагивали в своих выступлениях. Почему наши информационные войска существуют в виде какой-то партизанщины, знаете, в Фейсбуке или там в ЖЖ, да, где идут так называемые там эти ругань, да? Почему не идет борьба за головы людей? Ведь информационная война идет в головах у людей. Совершенно точно. Я думаю, что ответ очевиден. К сожалению, к огромному, наш истеблишмент, он расколот. Он расколот давно, очень серьезно. Там идет своя война, знаете, как это, война на небесах, как любили говорить. Им не до нас, да. И не то, что им не до нас, но людей, которые несут в себе такое государственное мышление, которые думают, а что же будет завтра, их наверху на самом деле не так уж и много. И очень много людей, которые очень плотно впаяны вот в эту мировую систему такую олигархии, которые в принципе не заинтересованы. Яхты на побережье Ниццы. Да, я понятно. Да. И в этом случае им все это просто не надо. И вот эта война между... далеко ходить не надо. Кудрин неделю назад заявляет, давайте, вот если мы хотим восстановить экономику, нам нужно снизить накал противостояния. Поступиться суверенитетом. Да, возникает, у любого здравого человека возникает вопрос, а как? То есть кто-то, значит, всерьез пытается нам внушить мысль, что Запад на это пойдет, Запад простит и Запад примет. Но ведь это абсолютная глупость. Понимаете? То есть это люди знают, что говорят. Ну вот смотрите, да, конечно, появился там Russia Today или РТ, как он сейчас называется. Но, во-первых, это некий там, условно говоря, жупел, который уже, так сказать, воспринимают агрессивно и негативно, да, на территории Украины в частности. Во-вторых, она не сколько на Украину, она сколько на англоязычную аудиторию рассчитана. Я имею в виду как канал. Он хорошо работает, не будем сейчас про него... Одну интересную вещь, что на Англию-то мы хорошо работаем, ладно, но в итоге, например, перед вот этой арабской весной была полностью прихлопнута арабская редакция. И Russia Today, который имел намного более серьезные позиции в арабском мире, потому что там его смотрели. Слово «прихлопнуто» хотелось бы, чтобы вы расшифровали. То есть фактически сокращена была в 5 или в 6 раз почему? Редакция. Но это вопрос не ко мне, это вопрос руководства. Это понятно, факт, да. Да, то есть это вопрос о том, как мы умудряемся проигрывать очень мощные сражения. Еще раз говорю, там, где у нас военные, там все хорошо, но как только дело доходит до информационного фронта, вот здесь начинаются все чудеса. И они для меня, например, для меня нелегко объяснимы. Я понимаю, когда я смотрю на фамилии тех людей, которые определяют информационную политику в стране, я отлично понимаю, что этим людям дальше этой штучки ничего не надо. Главное отчитаться. Мы отчитаемся президенту, что мы это сделали, а дальше хоть трава не расти. Да, тяжелая ситуация. Владислав, у нас осталось буквально 3 минуты до конца передачи, но хочется, вы знаете, все-таки каких-то обнадеживающих слов от вас, как специалиста, в том числе и по информационной войне. Что будет в будущем? Ведь войны нас еще ждут, видимо. Да и она идет, по сути, так, знаете, так или иначе. Ну, знаете, я думаю, что сама жизнь сейчас вынуждает принимать решения, которые все-таки ведут к положительным результатам, в том числе в информационных войнах. Это видно, опять же, по всем заявлениям, которые сейчас в том числе идут из Кремля. Это видно по той идеологии, которая утверждается в качестве государственной. Понимаете, просто ситуация сейчас стала жесткой настолько, что балансировать дальше ни вашим и нашим, ни туда, ни сюда уже невозможно. То есть всем очевидно, что нас никто не простит, всем очевидно, что нам никто ничего не уступит, и всем очевидно, что нам придется достаточно долгую фазу доказывать, что мы выживем. И для этого ничего другого не остается, как действительно заниматься тем, чтобы сплотить собственное население, чтобы действительно, как вы сказали, воевать за каждую голову, потому что без этого просто невозможно. И действительно, война нон-стоп. Просто, вы знаете, конечно, кажется, что информационная война, она вроде такая, условно говоря, безболезненная. Да? Все-таки это не летают снаряды. Но в информационной войне убивают людей. Бузину, например, да, такой характерный пример одного из офицеров информационной войны, который, так скажем, был на нашей стороне, его просто пристрелили у подъезда. Да. Люди тоже погибают, а потом неожиданно это заканчивается тем, что толпа людей берет в руки арматуру, бьет стекла, точно, да? вырывается в квартиры. Мы уже один раз проиграли в 91 году эту войну. Нам тогда внушили, что надо измениться, надо другую страну, и эта страна сделает всех счастливыми. И мы без единого выстрела, советская армия осталась на месте, никто, ни один танк не выехал, но все дружно проголосовали. Все дружно, это была чистая победа в информационной войне, в головах. Началось бывших Советского Союза, конфликт за конфликтом, что нельзя сказать, что уж без крови. Мы очень заплатили страшную цену за то, что утратили свою страну. Да, на самом деле это действительно... С другой стороны, это, если об оптимизме, с другой стороны, это прививка. Заметьте, сейчас не работает ни один мем из тех, который работал в 90-х.
Уже никого не привлечешь колбасой, уже никому не объяснишь, что Америка это хорошо, и жвачка с джинсы уже джинсами, даже. да, это за них можно родину продать. То есть сейчас, как ни странно, на мой взгляд, молодежь, потому что мне очень часто приходится там читать лекции, встречаться, сейчас молодежь намного более политически подкована, чем даже наше поколение. Потому что вот наше поколение, которое проиграло Союз, которое проиграло свою страну, которое тогда было деморализовано или наоборот во что-то поверило и побежало за морковкой, оно в какой-то степени несет в себе вот этот ген проигрыша. А молодежь нет. Нам иногда даже мы и не понимаем свою ее вот эту такую агрессивность, ультрапатриотичность, и это иногда даже коробит. Но это связано именно с тем, что они внутри себя не разгромлены, они не проиграли свою историю. И вот это, на мой взгляд, есть такой оптимизм. Ну что ж, спасибо вам Если за у нас эти... такая хорошая молодежь, значит, не все так плохо. Не все так плохо. Да и мы видим молодежь. еще поборемся, я надеюсь. Владислав, спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. Очень интересный был разговор. Друзья, программа «Информбюро» с Олегом Дружбинским и Дарьей Валянской на канале Медиаметрикс. В гостях у нас был Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра», военный публицист. Спасибо вам большое, очень много интересного мы сегодня Приходите к нам еще. Приходите еще. Всего доброго.